Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Я Александра. В этом видео хочу рассказать о том, чем подкормить томаты во время цветения. У меня в огороде томаты уже цветут вовсю, появились первые завязи, а в теплице бурное цветение томатов сменилось массовым завязыванием плодов. От момента цветения до формирования плодов прошла буквально неделя, и помидорчики уже наливаются. Так чем же подкормить помидоры, которые уже цветут? Расскажу вам о маленьком секрете подкормки, вызванной погодными условиями. Как правило, во время цветения томатов и завязывания первой и второй завязи часто наблюдается снижение температуры воздуха, вследствие чего цветы плохо опыляются и завязи опадают. Чтобы это предупредить, нужно обработать соцветия томатов стимуляторами роста, добавив борную кислоту. Я обычно использую янтарную кислоту и борную кислоту для опрыскивания томатов по листу. 15-20 мл янтарной кислоты, 3-4 чайных ложки нужно растворить в 10 литрах воды, добавить 2 грамма борной кислоты и опрыскать соцветия томатов до цветения и во время цветения для улучшения завязываемости плодов. Для большего эффекта, если у вас есть время и силы, можно приготовить 1 литр такого водного раствора. Вот схема такой подкормки. Пол чайной ложки янтарной кислоты, на кончике ножа 0,2 грамма борной кислоты, растворить в 1 литре воды и окунуть каждое соцветие томата в тот момент, когда на нем зацветут примерно 2/3 цветов. Излишнее количество водного раствора надо стряхнуть, чтобы не образовались уродливые помидорчики. Еще я использую минеральную подкормку полноценным комплексным удобрением по листу с формулой НПК 10-54-10. Такая минеральная подкормка обеспечит более обильное цветение томатов, хорошее завязывание плодов и предотвратит опадание соцветий. Вот схема. Надо взять 25 грамм такого комплексного минерального удобрения, растворить в 10 литрах теплой воды и опрыскать помидоры по листу и соцветиям. Лучше это сделать рано утром. Если такого удобрения под рукой не оказалось, давайте приготовим его, используя простые минеральные удобрения. 10 грамм, 2 чайных ложки аммиачной селитры, 50 грамм суперфосфата, 2 столовых ложки, 10 грамм сульфата калия или фосфата калия, 2 чайных ложки, растворить в 10 литрах воды и тоже опрыскать растения помидорчиков по листу во время начала цветения. Из этих 3 подкормок вы можете использовать только одну. Выберите, какая вам больше нравится. А теперь мой сюрприз-эксперимент. Если, например, у вас есть свободное местечко на грядке и рассады томатов оказалось мало. Сегодня у нас эксперимент. Некоторые помидорчики я, когда убирала пасынки, я оставила несколько штук из некоторых сортов помидорчиков, поставила их в воду для того, чтобы образовалась корневая система. Это, посмотрите, получается помидорный томатный черенок. Томатный черенок, пасынок, который уже имеет корень. Посмотрите, какие корни. 3 я сделала. Хочу посмотреть, как они будут развиваться. Тут уже на некоторых даже были цветы. Но я думаю, что они пока не будут завязываться плоды, потому что идет пересадка. Это стресс для растения. Посадим эти 3 томата и будем следить за тем, как они будут развиваться. Здесь в теплице достаточно влажно. Я думаю, что они прирастут быстро. Ну, поливать, конечно, надо, пока растение адаптируется. Сажать буду, томат будет лежа. Вот так вот. А через пару дней он поднимется, займет свое вертикальное состояние, положение. А пока лежа, чтобы корневая система
была более активной и имела больший размер. Томаты по всему стеблю могут образовывать корневую систему. Если вам нужно, чтобы томат хорошо держался в почве, вы можете сделать вот так. Это несколько задерживает развитие цветов и завязи, но зато делает томат устойчивым. Посмотрим через пару-тройку дней, как он будет себя здесь вести. Спасибо за просмотр, за лайки и комментарии. Это очень важно для развития канала. Скоро увидимся!